Итак, криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Максимальная вам поддержка, максимальные иксы в хату. Давайте сегодня посмотрим, что у нас там творится на крипторынке. И не только, посмотрим разную секретную информацию, секретные графики и секретные индикаторы. Ну что у нас, биток 0,1%, никакого движения нету на рынке. Этот цикл просто не такой, как был, допустим, цикл 2021 года. Я уже, конечно же, примерно в этот период времени уже присутствовал на цикле, на росте криптовалют, и тут совсем у нас другое, совсем другое. Этот цикл просто будет обнулять, наверное, всех. Мы видим максимальное количество делистингов монет на разных биржах, в том числе на Binance. Я в телеграм-канал вчера сбрасывал, там целая пачка, монет. Только залистились, тут сразу делистинг, все, раздали, бабки забрали, все, ушли. И, как говорится, как писали в комментариях под видео, то, что у манипулятора, конечно же, есть наши деньги. И они, ох, как не хотят нам их отдавать. Ох, как не... А я говорил, не лезь на фичи, только спот. Ну, я на фичи не лезу. Я на фичи не лезу. Вот. У манипулятора есть самое важное. Это твои бабки, которые он тебе аж никак не хочет отдавать обратно. Да, 100%. 100%. И тут психолог тоже подписался. Итак. Ну что, давайте-ка мы заглянем в чат GPT, что она тут может нам сказать. У нас скоро понижение ставки ФРС. Хотя бы спросим. О. Криптокотлетка, приветствую тебя, приветствую тебя. Что-то она молчит. Так, включаем микрофон. Включить микрофон. Ну. Включить микрофон. Микрофон включен. Что ты еще хочешь от меня? Чат GPT. 2 включен. Давайте, короче, закроем это все дело. Так. Диктовать. Криптокотлета, приветствую тебя на канале. О. Hey there, CryptoCotleth greets you back with a virtual high five. How's everything going in the crypto world today? Не, ну так мы же с тобой общаемся вообще-то по-английскому. Так кто там мне пишет? Ах, так мы переключаемся обратно на русский. Чем могу помочь? Что на крипторынке интересного? Ой, моя девочка проснулась. Наконец-то ты выбрала нужный язык для общения со мной. Ну вот, наконец-то. Чувствую себя как дома. Чем тебя порадовать сегодня? Что на крипторынке интересного происходит? Итак, криптокотлеточка, у нас скоро заседание ФРС, а это буквально завтра, послезавтра оно должно произойти. Как ты думаешь, будут ли они понижать ставку? О, заседание ФРС всегда интересно. Если смотреть на текущую ситуацию, я думаю, что ставки, скорее всего, не будут понижены на ближайшем заседании. В последнее время ФРС следит за инфляцией, и хотя ее снижение продолжается, они, вероятно, предпочтут остаться осторожными и оставят ставку на текущем уровне. Понижение ставок можно ожидать только тогда, когда инфляция стабилизируется на уровне, который ФРС сочтет приемлемым для экономики. Однако, если неожиданно они решат сделать шаг в сторону понижения ставки, это может оказать позитивное влияние на крипторынок, ведь такие действия увеличивают ликвидность и могут подтолкнуть инвесторов в более рискованные активы, включая криптовалюты. Как ты думаешь, что произойдет, если ставка действительно будет понижена? Ну, в принципе, что? Я думаю, что рынок может расти даже и без понижения ставки. Вот, в принципе, думаю, вот так вот. Да, вполне возможно.
Даже без понижения ставки рынок может продолжать расти, особенно если есть другие поддерживающие факторы, например, рост ликвидности, позитивные макроэкономические данные или даже улучшение настроений среди инвесторов. В случае крипторынка важным фактором может быть и доминация биткоина, которая может начать снижаться, что даст пространство для роста альткоинов. Если ФРС решит оставить ставки на текущем уровне, это также может быть положительным для крипты, потому что сохраняется стабильность. А если ставка останется на уровне, который способствует инвестированию, даже без явных изменений, крипторынок может продолжить движение вверх, учитывая положительную динамику в других сферах. Что думаешь по поводу ситуации с альткоинами в таком случае? Я вообще думаю, что манипулятор в этом цикле мог перехитрить всех и решил обнулить всех на альткоинах, в том числе старых участников крипторынка, те, которые заработали миллионы в 2017 году и 2021 году. Манипулятору нужно их отнять, жестко притом отнять. И вот он решил обнулить альткоины. При этом тянет рынок на высокой доминации биткоина, на альткоинах особо нет никакого движения. Я думаю, вот так. Ты прав. Это вполне может быть частью стратегии манипулятора, чтобы перехитрить старых игроков, которые привыкли к стабильному росту альткоинов в предыдущих циклах. Высокая доминация биткоина может быть тактическим маневром, чтобы привлечь внимание инвесторов и капитал в его активы, ограничив или полностью заморозив движение на альткоинах. Такой подход позволяет переиграть тех, кто часто занимается переключением между биткоином и альтами, рассчитывая на диверсификацию. Это также может быть сигналом к тому, что манипулятор видит возможность резко изменить расстановку сил на рынке. Фокус на биткоине как на безопасном активе в условиях неопределенности может привести к тому, что капитал будет удерживаться там, а альткоины останутся в тени. Если манипулятор обнулит позиции старых участников на альткоинах, это может дать ему пространство для дальнейших действий, когда альткоины снова начнут демонстрировать рост, и старые игроки будут менее готовы активно вмешиваться в этот процесс. Что ты думаешь, когда такой период на альткоинах закончится? Когда начнется их движение, если доминация биткоина продолжит оставаться высокой? Я думаю, что если доминация биткоина продолжится оставаться высокой, мы сможем увидеть только парочку мини-альт-сезонов, такие как были у нас в декабре 2024 года и в марте 2024 года. Ну, не более чем. Глобального роста альты уже, я считаю, что не будет. И не будет таких колоссальных пампов по 50, по 100 иксов. Ты абсолютно прав. Если доминация биткоина продолжит оставаться высокой, это действительно может ограничить потенциал альткоинов в будущем. Мы, скорее всего, увидим только локальные мини-альт-сезоны, как те, что были в декабре и марте, но они не будут такими мощными, как в прошлые циклы, с пампами по 50x или 100x. Дело в том, что в нынешней ситуации основное внимание инвесторов будет сосредоточено на биткоине, который продолжает быть голубым фишем криптовалютного рынка. Альткоины, несмотря на свои технологические преимущества, будут оставаться в тени, пока не будет достаточно капиталов для массовых вложений в них. Также стоит учитывать, что многие инвесторы могут пересматривать свои портфели и диверсифицировать их в сторону стабильных и более крупных активов. Так что да, возможно, что за период доминирования биткоина альткоины не будут показывать таких резких и крупных движений. Это все больше будет флеш-муви на более коротких временных отрезках, чем глобальные роста. Ты также видишь, что многие старые игроки на альткоинах будут менее активны, и этот цикл, возможно, будет сконцентрирован вокруг биткоина и его более стабильной роли в криптовалютной экосистеме. Я думаю, что крупный игрок даже золото не особо хочет перелаживать свои средства, потому как мы видим, золото потихоньку опять начинает восстанавливаться. У нас был хай 22 апреля. Сейчас может быть такое, что формируется или отскок дохлой кошки,
И дальше будет у нас Ты погружение прав. на Золото глубокую действительно медвежку. снова начинает восстанавливаться. И это может быть сигналом того, что крупные инвесторы пока не готовы перекладываться из золота в криптовалюты. Особенно если мы видим, что золото достигло своего хая 22 апреля. Это говорит о стабильности и уверенности в этом активе, который традиционно считается безопасным убежищем. Многие крупные игроки, особенно с долгосрочной перспективой, могут предпочесть оставаться в золоте или других традиционных активах, чтобы минимизировать риски, особенно в условиях глобальной нестабильности. Переложение в криптовалюты, особенно в такие рисковые активы, как альткоины, будет рассматриваться как более высокие риски, что, возможно, не привлекает институциональных инвесторов в текущий момент. Кроме того, биткоин, несмотря на свою волатильность, все же продолжает рассматриваться как цифровое золото и более безопасный актив среди криптовалют. Поэтому в условиях восстановления золота мы, вероятно, увидим некоторое продолжение текущей ситуации с высокой доминацией биткоина. И крупные игроки могут сохранять свои позиции в традиционных активах, таких как золото и государственные облигации. Ты считаешь, что золотой тренд может продолжиться в долгосрочной перспективе, и это может повлиять на криптовалютный рынок, особенно в плане капиталовложений. Ну, в принципе, что? Ну, золото как золото, но нам особо не интересно. Нам интересует, когда же будет этот гребаный альтсезон. Как ты думаешь, когда начнется альтсезон? Ах, альтсезон. Это всегда интересно. Думаю, Да. что если доминация биткоина останется высокой еще некоторое время, то альтсезон может начаться после ее корректировки. Как мы уже обсуждали, обычно альтсезон наступает, когда капитал начинает перераспределяться из биткоина в альткоины. Это может произойти в случае, если биткоин стабилизируется на более высоких уровнях, и его доминация начнет падать, давая место для роста альтов. Тот факт, что сейчас на рынке наблюдается высокая доминация биткоина, означает, что капитал продолжает перетекать в BTC, и альткоины остаются в тени. Да. Однако, как только доминация начнет снижаться, это может стать сигналом для начала альт-сезона. При этом ключевым фактором будет изменение психологии участников рынка. Когда инвесторы увидят потенциал роста альткоинов, начнется перераспределение капиталов. С другой стороны, если рынок останется в боковике или продолжит бычье движение по биткоину, мы можем наблюдать несколько краткосрочных всплесков по альткоинам, но без долгосрочного альт-сезона. Как ты думаешь, если начнется перераспределение, то когда это будет, в ближайшие месяцы, или мы будем ждать еще год? Да не, ну год, смотри, если у нас не будет падать доминация биткоина уже на протяжении года еще, то здесь уже цикличность будет сломлена на крипторынке. И так мы уже собирались бы падать буквально с конца января 2025 года по доминации. Но мы не увидели падения, мы наоборот растем. Что-то здесь не так. Да, ты прав. Если доминация биткоина не упадет в течение года, то это действительно будет сигналом к нарушению привычной цикличности рынка. Обычно, когда доминация биткоина высока, это указывает на то, что рынок в основном сосредоточен на BTC, и альткоины остаются в тени. Но если это продолжается так долго, как ты говоришь, то что-то, возможно, изменилось в общей картине. Интересно, что рынок уже должен был переходить в фазу альт-сезона в какой-то момент, особенно после его роста с конца 2024 года. И если доминация биткоина продолжает расти, это ставит под вопрос, что именно сейчас движет крипторынком. Возможно, это связано с действиями крупных игроков, которые как-то манипулируют капиталом, либо с изменениями в макроэкономической ситуации, которые влияют на приоритеты инвесторов. Это может быть также связано с тем, что люди более осторожно относятся к альткоинам, ожидая коррекцию на биткоин или сигнал от него для дальнейшего роста. Иногда рынок может действовать не совсем по ожиданиям, и в этом случае может потребоваться больше времени, чтобы выйти на новое движение. Как ты думаешь, может быть, есть что-то еще, что влияет на этот тренд? Какие-то новые глобальные факторы или изменения в поведении крупных инвесторов?
А может у нас влияет спотовый биткоин ETF на доминацию биткоина? Сейчас, считай, можно выводить средства напрямую через ETF с рынка. Точно, это может быть важный фактор, который влияет на текущую ситуацию с доминацией биткоина. Спотовый биткоин ETF, безусловно, оказывает влияние на рынок, особенно если речь идет о крупных институциональных игроках, которые теперь могут обходить необходимость покупать биткоин напрямую через биржи, вместо этого используя ETF для более удобного доступа к активу. Это фактически снижает барьер для входа в рынок, особенно для тех, кто не хочет или не может напрямую работать с криптовалютными биржами. Это, в свою очередь, может означать, что капитал, который раньше мог бы пойти в альткоины, теперь остается в биткоине, поскольку спотовый ETF– это способ инвестировать в биткоин с меньшими рисками и без необходимости управлять ключами. С учетом этого, высокая доминация биткоина может быть обусловлена не только спросом на сам биткоин, но и увеличением институциональных инвестиций в него через ETF. С учетом этого можно ожидать, что до тех пор, пока спрос на биткоин в рамках ETF будет продолжать расти, доминация биткоина будет оставаться высокой, что может задерживать альтсезон или делать его менее выраженным. С другой стороны, если появится альтернативный ETF или если капитал начнет искать более высокодоходные активы, как альткоины, это может привести к значительному перераспределению средств в крипторынке. Тебе кажется, что спотовый ETF– это одна из основных причин, или есть другие факторы, которые тоже стоит учитывать? А что ты думаешь по поводу лонгов эфириума относительно биткоина? Они все-таки продолжают набираться. Может быть такое, что вершина еще не достигнута по набору лонгов и доминация при этом не падает? Да, это вполне возможно. Лонги по эфириуму относительно биткоина могут продолжать набираться, особенно если в техническом анализе на эфириуме будут оставаться признаки роста, такие как дивергенция или перепроданность на индикаторах типа RSI или MACD. Если цена эфириума показывает хорошие сигналы, то многие трейдеры могут продолжать заходить в лонги по эфиру, даже если доминация биткоина остается высокой. Относительно доминации есть интересный момент. Даже если мы видим рост лонгов на эфириум, это не обязательно приведет к падению доминации биткоина, особенно если капитал активно перераспределяется внутри биткоин-пространства, например, в биткоин-ETF. Таким образом, доминация биткоина может оставаться стабильной, несмотря на рост эфириума и альткоина в целом. Кроме того, возможен такой сценарий, когда эфириум будет набирать позиции относительно биткоина, но при этом доминация биткоина будет оставаться стабильной или даже немного расти, потому что в некоторых периодах капитал просто будет искать более безопасные или ликвидные активы, такие как сам биткоин. Это может быть особенно актуально в периодах неопределенности или когда появляется сильная институциональная поддержка биткоина. Так что да, теоретически лонги на эфириум могут продолжать набираться, а доминация биткоина не обязательно будет падать в это время. Это можно рассматривать как ситуацию, когда капитал переходит в альткоины. Но биткоин все равно остается доминирующим в плане общей ликвидности и инфраструктуры. И еще смотри, даже может быть такое, что они будут набирать эти лонги, но особо тоже не повлияет это на альту, потому как у нас есть спотовый биткоин ETF. Да, ты прав. Даже если трейдеры продолжают набирать лонги на эфириум, это не обязательно приведет к значительному росту альткоинов в целом. Важно учитывать, что с появлением спотового биткоин ETF на рынок приходит дополнительная ликвидность и институциональный капитал, который будет сдерживать резкие колебания в альткоинах. Такой капитал не только увеличивает ликвидность биткоина, но и может поддерживать его доминацию, несмотря на активное продвижение альткоинов, например, эфириума. Спотовый ETF фактически позволяет институциональным и розничным инвесторам легко инвестировать в биткоин, без необходимости напрямую покупать его на бирже. Это способствует увеличению капитала в биткоине,
который может стабилизировать его цену, а доминация биткоина будет оставаться высокой, даже если альткоины набирают ликвидность. Таким образом, даже если лонги на эфириум продолжают набираться, это может несущественно повлиять на развитие альтсезона, особенно при такой сильной поддержке со стороны биткоина и его институциональных продуктов. Этот процесс также может означать, что капитал не будет так активно перераспределяться в альткоины, потому что основное внимание будет сконцентрировано на биткоине и его стабилизации с помощью ETF. Конечно, альткоины могут иметь отдельные пампы, но полноценного альт-сезона, как в предыдущие циклы, возможно, не будет. Да. Это, конечно же, печально. Это очень печально. Хотелось бы увидеть полноценную бычку на криптовалюте. Понимаю, это действительно может быть разочаровывающим для многих, особенно для тех, кто ждет настоящего альт-сезона с большими пампами и бурным ростом. Но стоит помнить, что криптовалютный рынок очень волатилен, и циклы могут неожиданно измениться. Даже при высоком уровне доминации биткоина могут появляться возможности для роста альткоинов, особенно в нишевых проектах с реальной утилитой и инновациями. Может быть, все-таки в какой-то момент мы увидим более явное перераспределение капитала, когда биткоин стабилизируется и внимание инвесторов переключится на перспективные альткоины. К тому же, если мы снова столкнемся с экономическими факторами, такими как изменения в глобальной ликвидности или неожиданные новости, это может дать импульс для альтсезона. Так что, возможно, альткоины все-таки покажут свой рост. Просто нужно подождать подходящий момент. Да. Извините, у меня сейчас проблемы. Не мог понять, что вы сказали. Хотел сказать, как ты думаешь, сколько еще будет расти золото? Если ты имеешь в виду расти золото, то ты, возможно, говоришь о том, как долго еще золото будет в бычьем тренде или продолжать расти. Если так, то это зависит от множества факторов, включая макроэкономическую ситуацию, инфляцию, ставки ФРС, а также поведение на других рынках, таких как криптовалюты. В ближайшем будущем, если золото продолжит набирать популярность как защитный актив из-за неопределенности в глобальной экономике, то тренд может продолжиться. Но стоит помнить, что, как и на любом другом рынке, могут быть краткосрочные коррекции. Определить точный срок бычьего тренда сложно, так как это зависит от множества внешних факторов. Но если говорить глобально, золото может продолжить свой тренд роста, но как только начнется стабилизация экономической ситуации или, например, снижение инфляции, его рост может замедлиться. А у нас еще будет обновление эфириума буквально завтра. Что ты думаешь по поводу данного обновления эфириума? Если речь идет о важном обновлении сети эфириума, которое ожидается, то это может быть как технический апгрейд, так и шаг к улучшению масштабируемости и функциональности. Обновления эфириума всегда важны, так как они могут существенно повлиять на его экосистему и цену. Например, с такими апгрейдами, как Merge или Shanghai, эфириум с каждым разом становился более эффективным и менее энергоемким, что привлекло дополнительный интерес от крупных инвесторов и разработчиков. Ожидаемые обновления могут повлиять на ликвидность, скорость транзакций или на децентрализованные приложения. Если обновление улучшает какие-то ключевые аспекты сети, например, делает его более масштабируемым, с улучшенной производительностью и низкими комиссиями, это может спровоцировать позитивный рынок в долгосрочной перспективе. Однако, если обновление не выполняет обещания или вызывает технические проблемы, то реакция может быть наоборот. Так что в зависимости от содержания обновления эфириума, если оно будет успешным, то может привести к росту интереса к эфириуму, а также усилить влияние сети на крипторынке.
Понятно. Ну что, на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Огромная благодарность тебе, криптокотлетка. Рада была пообщаться. Спасибо тебе за интересные вопросы и приятную беседу. Будем надеяться на положительные моменты для крипторынка. Удачи, держи хвост пистолетом. Хвост пистолетом, блин. Я тебе подержу хвост пистолетом. Давай нам альсезон, кобыла драная, блин. Как же они достали эти манипуляторы. Это просто трэш, это просто трэш. Я не знаю, я приходил в крипторынок не для того, чтобы увидеть такую вот нудятину вот эту вот. Что это такое? Что это за бычка, манипулятор? Где твои иксы? Ну, просто в голове не укладывается. Просто не укладывается в голове. Итак, криптоэнтузиастики. Ну что, рынок у нас на месте, в принципе. У нас будет обновление эфириума. Это, конечно же, тоже, как сказала криптокотлета, очень положительно может быть в дальнейшем для эфириума. Как раз у нас это обновление должно произойти 7 числа. И у нас набраны, по всей видимости, здесь уже лонги эфира относительно биткоина. И вот-вот скоро ракета у нас запустится. Скоро у нас ракета запустится. Я вообще, в принципе, предполагаю то, что RSI у нас здесь, по всей видимости, достиг уже своих пиковых значений. Здесь уже вырисовывается дивергенция. Это одно. И второе, то, что мы видим, что у нас уже есть здесь сигнал на продажу. Сигнал на продажу достигнут. Ну, осталось увидеть только движение здесь. И оно должно где-то скоро произойти. Может быть такое, что это движение произойдет как раз у нас с мая месяца. Как раз триггером для движения по эфиру у нас будет обновление, заседание ФРС. Ну и, как сказала криптокотлета, может быть такое, что даже и ставку не понизят. Но в прошлых циклах как-то особо не влияла ФРС ставка на движение рынка. Посмотрим, как будет в этом цикле. На недельке мы видим то, что уже здесь сигнал sell, продавай. Здесь был сигнал sell, продавай. Здесь тоже сигнал sell, продавай. Данный сигнал у нас засветился и показал сигнал буквально 3 недели тому назад. Это было 14 апреля. Но здесь еще набирались лонги. На дневке, если уже быть так поточнее, у нас здесь несколько было сигналов. У нас было как раз и 10 там, или 14 апреля. И вот буквально засветился 5 мая сигнал. Вчера ночью он засветился на 4-часовике. Здесь вот такая вот картина. Здесь много сигналов. Это чисто долгосрочный индикатор. Кому нужны данные индикаторы, у меня есть много интересных индикаторов. Будьте моим рефералом на бирже BinX, и я вам дам индикаторы. Все это благо бесплатно. Не нужно ни за что платить. Итак, в принципе, тут у нас тоже сигнал sell продавай. Но он засветился, в принципе, у нас еще 2 мая. И тут у нас приостановился набор лонгов. Уже буквально на 4-часовике видно, что здесь 5 свеч, ничего не меняется. Посмотрим, был ли здесь достигнут пик набора лонгов. Мы пока не знаем, но движения на эфириуме пока нету. Доминация биткоина у нас, конечно же, сломала все ожидания. То, что все говорили, что доминация биткоина упадет 20%. Чухню собачью, Рафаэль слез Сатоши нам трепал. 20% у нас никак не доминация биткоина. И, по всей видимости, доминация биткоина в дальнейшем уже сильно, конечно, не будет. Никаких тут 20% мы никогда не увидим по доминации биткоина. Ну, максимальное значение, я думаю, что это если мы еще придем в диапазон 48%. И то, с учетом постоянного роста доминации битка, нужно цели повышать. Также по целям, недавно мы рассматривали доминацию биткоина, и мы с вами рассмотрели цели, которые были поставлены еще в 2021 году. Вот эти вот фитили, вот у нас раз цель 64.75, 2 цель
64.83. Мы эти цели достигли. Сейчас у нас доминация биткоина 64.85. Мы их пробили. У нас еще остается актуальная цель. Вот она. 65.96. Ну, 66% мы можем, конечно же, достигнуть. Если мы, конечно же, уйдем на перехай 2021 года, а это у нас диапазон целей 73, то, ну, блин, все сломлено, циклично сломалось. Вот так вот. По поводу доминации битка мы, в принципе, здесь посмотрели цели. Сейчас ближайшая цель у нас остается 66%. Будет ли она достигнута или нет, но это у нас будет конкретный дамп, потому как здесь движение огромное. С текущих это получается 2% по доминации битка. Альта будет еще, конечно же, страдать. Дальше. Лонги мы посмотрели. Может быть такое, что здесь уже у нас вершина достигнута. И, конечно же, эфириум. У нас был здесь сигнал на покупку. Если на недельке посмотреть, очень хороший здесь сигнальчик на покупку. И здесь, в принципе, эфириум нужно покупать. Нужно покупать с целью 2 икса. 2 икса. Ну, я не говорю о том, что нужно весь портфель переливать. Берешь здесь эфириум на 2 икса. Вот здесь в диапазоне 3500. Сбрасываешь его и все, уходишь полностью с рынка. Или, может, часть оставишь на перехай, если вдруг эфириум пойдет на 11 тысяч долларов. И то в это очень мало верится. Также мы видим то, что у нас здесь был сигнал в сентябре 2024 года на эфириуме. Здесь у нас был октябрь 2023 года. Индикатор очень хорошо отрабатывает. Давайте-ка мы посмотрим на месячном графике. На месячном графике у нас нету сигнала на покупку. Был только сигнал на продажу. На продажу у нас был сигнал 1 августа 2024 года. Все, когда у нас принимались спотовый эфириум ETF, дали сигнал на продажу, все. И может быть такое, что здесь сформирован отскок дохлой кошки, и мы дальше идем на медвежку. Мало ли. Кто что думает, пишите в комментариях под видео. Но если у нас текущих будет медвежка, это просто кляча, а не бычий рынок. Это самая натуральная дохлая кляча. Сюда больше деньги, наверное, уже никто не принесет, если их всех будут обнулять на альткоинах особенно. Дальше, ну разве что в биток. Дальше, по биткоину у нас здесь все идет по плану. Мы, в принципе, предполагали то, что мы будем двигаться в этом вот восходящем канале. Мы в нем двигаемся. Сейчас у нас реакция от середины канала происходит. И, по всей видимости, у нас будет коррекция в нижнюю часть канала. Также у нас здесь есть такой вот паттерн перевернутая голова и плечи, пигип. Я думаю, то, что мы начнем двигаться в середину, вернее, с середины канала в нижнюю часть канала. Здесь у нас на Binance формируется золотой крест. Мы его с вами рассматривали. Давайте-ка мы посмотрим на Binance золотой крест. Где наш биточек? Давайте еще раз посмотрим, полюбуемся нашим золотым крестом. Итак, это у нас часовик, нам нужна дневка. Что мы здесь видим? На дневке у нас уже есть пересечение, криптоэнтузиастики. Вот. Смотрим. У нас есть уже пересечение. Мы видим вот эту вот бирюзовую скользяшку. Сиреневой пересеклась на дневке. Обращаю ваше внимание, на дневке есть пересечение, за что я и говорил несколько дней тому назад. То, что у нас здесь формируется золотой крест. Пересечение есть, теперь нам нужно дождаться пересечения вот этой вот желтой скользяшки с вот этими вот скользяшками. Как это было у нас на истории, допустим, вот здесь вот, да? Вот здесь вот. Тоже у нас в сентябре месяце формировали здесь золотой крест, вот у нас бирюзовая скользяшка пересекнулась с сиреневой. И дальше у нас было тоже пересечение. И это нам говорит о том, что могут здесь нам устроить небольшую коррекцию. В прошлом цикле была коррекция на 8%. Вернее, в прошлом году, в сентябре, была коррекция на 8%. Тут могут сделать даже примерно 5%. Вот. Как раз у нас на носу заседание.
8% это у нас будет диапазон 89к по битку. С текущих это у нас 5% будет тоже 89к по биткоину. Я не исключаю то, что мы можем здесь увидеть небольшую коррекцию по биткоину. Как раз у нас желтая скользяшка пойдет на ретест вот этой вот сиреневой. И давайте-ка мы ее вот так вот нарисуем. Вот, да, вот так вот сиреневая может пойти вверх, а желтая пойти вниз. Это быстрая скользяшка вниз на ретест. И здесь вот так вот какую-то загогулину сделать. Мы ее отметим желтым цветом. Таким вот она, вот таким вот цветом, чтобы было видно. А вот это вот у нас сиреневая. Мы ее отметим сиреневым цветом. Вот такой вот у нас исход событий может произойти. И дальше вот это вот у нас начнет... Так. Вот это вот бирюзовое начнет дальше вот так вот двигаться уже вверх. Вот. Мы ее отметим бирюзовым цветом. Ну, вот таким вот, да. Будет все шикарно видно. Также мы с вами находимся. Мы вот это вот все дело уберем, чтобы оно нам не мешало. Также мы уберем этот квадрат. Ну мы его можем не убирать. Мы находимся в важном уровне, в важном блоке по биткоину. Если мы с текущих здесь сформировали золотой крест, нам желательно увидеть ретест вот этой вот оранжевой скользяшки, сделать здесь небольшую проторговку и уйти выше. Сюда вот выше пойти на перехай. Это будет очень положительное событие для крипторынка. Мы в дальнейшем можем даже с вами увидеть альт-сезон. Кстати, утро должно начинаться или с кофе, или с стаканчика водички. Нужно хапануть кофейку. Ну, я чай пью. Итак, у инвестора нет бабла на кофе. Кто хочет, может задонатить на кофе. Утренний кофе было бы неплохо. И чтобы собраться с мыслями. У нас важный блок. Мы можем здесь все отыграть очень красиво. С ретестами этими всеми уйти выше. Можем, конечно же, с текущих уйти на медвежку. Потому как здесь полноценно сформирован отскок дохлой кошки. Я говорил то, что будут блогеры, некоторые говорить, вещать то, что здесь отскок дохлой кошки, будет давление вам на мозги. Все будут говорить, кричать, что нужно покидать рынок, типа, и уходить. Может быть такое, что, конечно же, манипулятор всех раком отымеет и обманет, потянет рынок на медвежку, но по факту рынок не видел полноценной эйфории и не видел пика бычьего рынка. Вот у нас по Stock to Flow нету желтой вот такое вот продолжение, вот это вот желтое, да, такое вот желтое мы не видим. Вот, оно может быть где-то здесь, вот когда биток пойдет диапазон там 120-130 тысяч долларов. В этот момент у нас, конечно же, двинется эфириумом своими лонгами и своим сигналом, то, что нужно покупать, было бы эфириум на недельке. Так, на недельке мы видим то, что здесь конкретный сигнал. На недельке очень хорошо здесь все отрабатывает. Вот что. Так что криптоэнтузиастики, не знаю. Также мы видим... На биткоине на дневке есть сигнал на продажу. И здесь может быть такое, что будет же эта коррекция, за которую я вам говорю. Вот это вот коррекция. Полноценные формирования уже золотого креста. Также давайте-ка мы возьмем, к примеру, шаблон бары, да, Bars Pattern. И вот этот вот момент возьмем. Ну, вот этот вот момент с дном по вот этот вот рост. Вот так вот. Вот. Оп. И в принципе, вот у нас вот этот вот момент немножко похожий, как и был вот здесь вот в августе. Мы с вами снимали видео несколько дней тому назад, и я вам говорил, что золотой крест у нас здесь вот формировался. Похожая ситуация. Вернее, это был не август, а конец сентября. Похожая ситуация у нас здесь вырисовывается. И есть, конечно же, вероятность, что мы сделаем еще одну волну роста. И вот у нас мы налаживаем эти шаблон-бары. Как раз в рамках данного квадрата мы можем, конечно же, здесь вот двигаться. В этом ближайшем периоде времени. Так что я думаю, то, что
там будет какая-то коррекция. Очковать сильно не нужно. Очкошники, которые будут очковать, они сразу отлетят в мир иной на этом рынке. Ну, а я буду сидеть смотреть. И также буду подбирать какие-то альткоины с целью 2 икса получить. Некоторые альткоины я уже подобрал. Все писал в закрытом платном канале. Есть уже хейтеры у нас тут на ютубе. Да, а почему, я еще не... Потому что пошла галимая реклама, кто-то пишет. А если ты хочешь, чтобы было без рекламы, так донать, и будет тебе без рекламы. Мне ж нужно как-то заработать на телеге. Что я буду там бесплатно держать тебе телегу, чтобы ты там писал, свои мысли высказывал. Это все разрешается, конечно же, общаться с автором канала. Но если там даже и реклама проскочила, то что тут такого? Ты рекламу каждую секунду смотришь в телевизоре. И ты там не возмущаешься что-то. Там за какие-то там батончики, сникерсы, баунти или прокладки женские ты смотришь. А тут ты смотри, возмущается он там за рекламу. Там. Вот где-то тут он писал, сейчас я посмотрю. Вот. Очки прикольные, кто-то написал. Еще бы, реклама в телеграм-канале галимая пошла. Так донать бери, донать. Я тебе даже вот сердечко поставлю, чтобы ты заметил, что я тебе ответил. Бери донать, не будет тебе рекламы. Че ты там? А есть вообще телеграм-каналы интересные. Чтобы сидеть в чате, тебе нужно заплатить раз в 3 месяца $50. Я думаю, что вы знаете этих блогеров. Я, конечно же, не буду их здесь рекламировать у себя на канале. Вот. Платный телеграм-чат. Человек заплатил, сидит. Сидит себе, чилит нормально. Он позволил себе заплатить. С Лё Сатоши что-то все платят, да, по $500. А тут они, реклама пошла. Нужно будет пойдет, нужно будет не пойдет. Итак, бесплатно вся информация и все секретные данные вам рассказываю. Ну, будем все на позитиве. Итак, я думаю, что всю суть движения рынка мы поняли, что у нас может произойти. У нас здесь есть канал восходящий. У нас здесь есть восходящий канал. Биткоин уже формирует у нас повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы. Правда, сформирован только один минимум. Второй минимум будет у нас вот здесь, вот примерно где-то в середине мая, по всей видимости. И будет полный слом структуры нисходящий вот этот. Как только у нас здесь сформирует повышающийся минимум и еще один максимум, то у нас будет полный слом нисходящей структуры, и можно будет говорить, уже смело выдохнуть, говорить о том, что цели по биткоину стают актуальны в диапазоне там перехая 130-150 тысяч долларов. Это уже будем рассматривать потом. Но пока что мы не сформировали еще вот эти вот две точки, вот эту вот точку. Давайте мы ее отметим, будильник у нас. Что у нас тут уже 7 часов, нужно лететь на работу. Вот у нас еще одна точка не сформирована, она нам нужна. И вот еще одна точка не сформирована, она тоже нам нужна. Пока мы не сформируем вот эти вот две точки, говорить что-то о дальнейшем росте битка рано нам говорить. Все, ждем. Аналогичная ситуация была и здесь. Вот у нас повышающийся максимум, второй максимум и минимумы. Здесь в вот этом вот моменте многие говорили то, что биток уйдет обновлять диапазон и уйдет на 43 тысячи, 42 тысячи долларов. В том числе и Павел Пшава трендел тогда. И многие здесь обожглись. Но как только мы дальше пошли вот сюда, все было ясно, то, что рынок будет дальше расти. Аналогичная ситуация у нас криптоэнтузиастики, и здесь вот набираемся терпения. Но может быть такое, что здесь действительно формирует полноценный отскок дохлой кошки, и мы падаем вниз. Тогда биток за собой тянет всю альту, в том числе и эфириум. И здесь будет непонятно, зачем тогда крупный игрок набирает лонги по эфириуму, если мы идем на медвежку. Вот что. Также логически подумать. Так что здесь важный момент. У нас важный момент. Май-июнь важный момент. Да, конечно же, у нас не сформировалась полноценная бычка с доминацией битка, что мы предполагали, что у нас будет падение примерно в январе-феврале. У нас началось бы это падение.
январь, февраль, март, апрель, и уже был бы пик бычьего рынка. Но мы все равно сейчас на данный момент у важного уровня. В принципе, вот так вот. Так что набираемся терпения. Набираемся с вами терпением. Также давайте-ка мы посмотрим с вами. Ну, монетка МЕ просили посмотреть на Solana. Но я думаю, что здесь комментировать нечего. Потому как, ну укатанный просто-напросто в боковике график. Капитализация 20 тысяч долларов. Ну, это просто ни о чем. Это может быть банальный скам. Может, это не та МЕ, что я рассматриваю, это 2201 пункт среди топ-монет. Может быть такое, что это не та. Ну, просто тут, ну, скам. Ну, что тут смотреть? Ну, скам скамом. Скам скамом. Также монетка, где она? Вот EGLD. Давайте посмотрим EGLD. 437 миллионов капитализация. 437 миллионов капитализация. И здесь есть у нас инвесторы. 5 инвесторов. Binance Labs, Electric Capital. Довольно-таки неплохие инвесторы. Что у нас по вестингу? Все разблокировано. Все. Давление на стакан минимальное. Все разблокировано. Я думаю, что импульс здесь может произойти. Инвестиции. 31x. Иксы большие. С текущих я EGLD никому не рекомендую покупать, потому как иксы большие. У меня в принципе нету EGLD. Ну и показывают вот такое вот движение. С 2021 года бычки у нас здесь не было. Мы выпали с блока накопления. Сейчас данный блок у нас уже является блоком сопротивления. И здесь есть сигнал на покупку. Вот у нас сигнал на покупку. Был сигнал на продажу, теперь у нас здесь есть сигнал на покупку. И я думаю, что здесь будет волна роста. Волна роста к линии эпок это 44. А с текущих это у нас будет примерно 3 икса. Можно, конечно же, взять данный инструмент с целью там 200% роста. Забрать вложенные средства, бесплатные монеты оставить, если, допустим, мы уйдем на перехай. Там, если уйдем на перехай или хотя бы доберемся сюда. Вот. А здесь у нас уже будет полноценных 10 иксов. Тут у нас будет полноценных 20 иксов. Так что можно, в принципе, присмотреться. RSI у нас разгрузили. Сигнал есть на покупку. Это на недельке, долгосрочный сигнал. Кому интересны данные сигналы, нужно быть рефералом. Если еще, конечно, задонатите, могу вас добавить в закрытый канал, где я покупаю, продаю альткоины. Вот, в принципе, вот так вот. Ну что, все у нас, в принципе, идет по плану, все хорошо. Самое важное, это время, нужно набраться терпения. На этом рынке без терпения ничего у тебя не получится. Не получится ничего. Мы подходим к важным событиям, они будут буквально завтра. Может быть такое, что сегодня сделаем стрим. Вот, в принципе, вот так вот. Кому интересно индикаторы, кому интересно Telegram, есть бесплатный Telegram, есть закрытый канал у меня. Если будешь рефералом, дам тебе всю информацию, которая бесплатна. Ничего платить особо там не нужно будет. Если еще задонатишь, могу тебя добавить в закрытый канал. У нас скоро начнется то самое интересное момент на рынке. Я думаю, что у нас будет продолжение бычки. И здесь будет тот самый альтсезон, в котором нужно будет не сломить голову, нарубить, конечно же, бабла и капусты до следующего халвинга биткоина. Вот так вот, в принципе. На данной прекрасной ноте, наверное, будем заканчивать. У нас все четко. С криптокотлетой мы пообщались. Нужно, наверное, прикупить все-таки кофейка, потому как нужно собраться с мыслями каждое утро. Все ссылки есть в описании под видео на бирже, на телегу, на донаты, кто хочет задонатить. У меня скоро будут именины 24 мая. Я думаю, что рынок нас порадует. Вот, в принципе, вот так вот. А кто там возмущается по поводу рекламы? Ну, ребятки, не смотрите телевизор, там тоже реклама через каждые 15-20 минут. Настраиваем себя по позитивчику, только позитивчик, максимально поддерживаем канал, максимальный позитив вам в хату, максимально крепкий кофе вам, максимальный обзорчик мы вам запилили. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи. Мирного неба. Я 24/7 в Телеграме, кому интересно.